Друзья, всем привет! Сегодня 9 у нас мая, День Победы, великий праздник. Всех с праздником, с Днем Победы. Поэтому именно сегодня я снимаю начало видео на фоне нашего великого полководца, великого гения войны Жукова. Мы находимся с вами на микрорайоне Заводском. Здесь пока ничего нету, только возле ДК играет музыка военная. Ну, в принципе, вы же знаете, везде все поотменяли, поэтому сегодня местные жители устраивают автопробег. Ну, мы, конечно, за ними не угонимся. Пока что еще на права я не сдал. Поедем на велосипеде, ну, где сможем, с ними проедем. Дорогие мои, вот мы подъезжаем к Каменску, к месту старта автопробега. Начнется у нас от маяка, вон вдалеке уже виднеются машины. По пути меня обогнало тоже несколько машин с флагами, видите, вот. Красные флаги, георгиевские ленты. Сейчас мы тоже заедем к ним, посмотрим, поснимаем. Потом выдвинемся за ними. О, здесь, конечно, площадь не очень большая, но все-таки народ собирается. Но я думаю, что еще потянется кто-то по пути. С флагами молодцы. Музыка играет. Уже десятка-два машин есть. Музыка играет. Много флагов. Мимо проезжают водители, тоже пипикают. Пробег начнется в 9 часов. Ну, буквально через пару минут. Ну, какие красавцы. Привет. И бессмертный полк сразу. И флаги. Кто-то даже разрисовал красивую машину. Сегодня с утра были небольшие заморозки, но сейчас солнышко вышло, прогревается, тепло. Ветра тоже нету. А машины продолжают прибывать. Так, ну что, друзья, мы отправляемся. Колонна двигается. Вон еще, видите, машины с города, с другой стороны, с переезда. Едут. За Ленина, за Сталина. Едем не спеша. Даже Яндекс.Такси с нами едет. Сильно не разгонишься, улочки узенькие, ямки местами. Но самое главное — праздничное настроение. Кто-то он на мотоцикле в путешествие отправился. Прохладненько сегодня, но ничего. Главное, на душе тепло. Едем мы на комбинат. Дальше они тут поедут еще по Каменскому району. Ну, я, конечно, за ними не угонюсь. Поэтому не знаю, может еще где-то с ними встретимся. Сейчас вот по городу покатаюсь пока.
Заезжаем в центральную часть комбината. О, тут еще машины. О, вон еще один с малой каменки. А там, вон, глядите, и мотоцикл интересный. Слушайте, ну много людей, много, гляньте. Машины продолжают прибывать. Друзья мои, гляньте, здесь какой красивый мотоцикл. Даже с пулеметом. А машины все продолжают прибывать. Все снимают на телефоны. Гляньте, какой красавец. А здесь у нас мемориал. Возлагаем венки, цветы. Да, это наши герои. А машины продолжают прибывать, уже места нету, друзья мои. Сейчас, наверное, будем скоро двигаться уже дальше. Напоминаю, это Камень-Шахтинский автопробег в честь Дня Победы. 24-й год, 9 мая. Ну и мы выдвигаемся. Нас все пропускают. Долго будут ждать, правда. Вон и мотоциклисты тоже с нами едут. Жалко, я чуть не пересел на мотоцикл. Гляньте, какая большая колонна. Наверное, уже больше сотни машин растянулась. Хо-хо. Молодцы, ребята. Я один на электровелосипеде в толпу затесался. 3 мотоциклиста. 2, по-моему, мотоцикла с люлькой, ну, 3 в смысле, одиночных. 2 с люлечкой видел. И много машин. Колонна направляется туда, в сторону Чистоозерного, Богданова. Ну, там по горкам, за городом, конечно, я их не догоню. Поэтому мы сейчас, наверное, с вами отправимся в парк Патриот. Может, я их встречу на обратном пути, поеду с ними в станицу, посмотрим. Выезжаем на трассу М4. Тут еще ремонт идет. В парке Патриоте много людей гуляет.
Ну, в принципе, ничего особо не изменилось. Может, добавилось немножко техники. Вот такой вот вид сверху. Внутрь мы сегодня не пойдем. В принципе, ничего там нового особо не добавилось. Я вам ставлю небольшую нарезочку с прошлого года. В частности, здесь я и музей еще посетил. Тоже интересный. А кому интересно, оставлю ссылку. Посмотрите, как 9 мая проходил в прошлом году. А мы сейчас будем с вами выдвигаться в старую станицу и ждать наших, когда они приедут с Богданова. Ну а пока я еду, будете смотреть парк Патриот. Давайте, друзья, приятного просмотра. Это у нас, друзья, МиГ-29. Гляньте, какой красавец. Со скалом прямо. А за ним, видите, Су-27. Давайте чуть дальше отойду, чтобы можно было на них взглянуть. Су-27 чуть побольше, видите? А это МиГ-25. Эти даже муляжи ракет какие-то есть. А это Су-24М. Это, я так понимаю, бомбардировщик. Его более современный, это Су-25 Грач. Видите, у него и бомбы. Ох, бомбочки какие, не маленькие. Ну, понятно, что это муляжи, но внешне похожие. Ну, может, специально в таком виде, не знаю. О, здесь музей Великой Отечественной войны. Вот открылся новый какой-то внутри. Так, друзья, зашли мы в музей. Он тут на 2 этажах. Можно все снимать, фотографировать. О, это наше. Это наша Волынь. Какая-то модификация. ЛуАЗ, да? Вот видите, на плакатах написано. А здесь вот Рокоссовский. Зенитная Спарка. Вот описание. Зенитный пулемет. ГАЗ АА. Да, классно они музей сделали здесь, закрытый. То есть тихо, спокойно. Места, правда, не очень много, но я думаю, что достаточно. ГАЗ-67. Какие автомобили классные. Это что-то типа полуторки, я так понимаю. ГАЗ АА. Здесь у нас орудие. 76-дивизионная миллиметров пушка образца 1942 года. ЗИС-3. А здесь Конев и его высказывания. Ну и много плакатов. А это здесь 5В грузовик. Ну ладно, как раз для буксировки орудий. Да, надо всех детей сюда возить. Ух ты, гляньте. Пистолеты. Старинные. Надеюсь, не сильно отсвечивает. Штык-ножи. Тоже где-то раскопали.
Винтовки. А здесь обмундирование немецкое. И, я так понимаю, вообще немецкое оружие здесь. Эти пулемет, гранатомет, наверное, один из первых. Да, и такие только в фильмах видел. Интересно. Тоже винтовки немецкие. Это пулемет откуда-то снято. А это вот в таком обмундировании были немцы. Эти с фонариком. Эти граната, штык-нож, каски. А это вот то, что творилось в концлагерях. Да, надо детей сюда всех возить и показывать. Бомба. А это вот рейх. И фотографии с их парадов. Гитлер. Да, фашизм это ужасно. И нацизм еще хуже. А это пошло в наше вооружение времен Великой Отечественной войны. Ух ты. Опять это что такое? Гранатомет. Ух ты. Интересно, я таких не видел. Интересный гранатомет. Тут вот видите, вот идут табличка и написано, где здесь что. Револьверы различные. Здесь вот пистолеты. Это была идея Гранаты. Противогазы, каски. Горов Леонид Александрович, тоже герой Советского Союза. Это вот трехлинейки. Саперные лопатки. Да, что-то, видите, получилось отреставрировать, что-то не очень, видать, в земле долго пролежало и коррозия съела. Рации. Вечная слава героям Советского Союза, да. А вот как немецкие знамена бросали на параде. А вот пулеметы. Это какие гильзы с пушек. Гильзы от снарядов. А вот автоматы первые. Видите, этот плохо сохранился. Приклад загнил. А это вот форма. Гляньте, в каком хорошем состоянии. Да, классный музей получился. Все будет, кто по М4 ехать, советую к посещению. Ящик с патронами. Да. А мы вот музей проделали. Музей вот. Ну, говорят, что они еще до сих пор есть где-то на консервации, показывали новые. Миномет какой-то маленький. Тоже вот снаряды, гильзы. Ящик какой-то с
Каска ржавые патроны. Ух ты, какой пулемет. Интересно. Вот уже внизу гильзы. Патроны, патронные ленты. Так, а здесь у нас каски. Там тоже какие-то удостоверения наградные. Это старые шлемы, видите, еще, наверное, времен Первой мировой. Вырезки из старых газет, видите? А, это листовка. Обращение товарища Сталина к народу. Карточки. Тоже патроны. Еще каски, фляжки, ложки, револьверы. Еще каски, ушанка какая-то. А это, друзья, я так понимаю, противотанковые ружья. И большое количество ножей, кинжалов. Еще одно противотанковое ружье. А вон снизу мины. Ну, сейчас ближе подойдем. Здесь вот ордена разные, медали. Да, это вот мины. Еще каски. Сумка какая-то специальная. Или ранец. Смотрите, какой-то рожок от автомата. Тоже бинокли. Нацистская фуражка с погонами. Еще одна фуражка. Нацистский кортик. Бутылка из-под какого-то алкоголя. Шнапс, наверное, какой-то. Ух ты. Ничего себе, сидит, гляньте, как живой. Я аж испугался. Кабинет Сталина. Макет, гляньте, как классно сделано. Да, друзья, еще раз напоследок, видите, Республики Советского Союза. Россия, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская, Эстонская, СССР. Ну и их флаги. Но это высказывание лидеров разных стран. Д-30, 122 миллиметра. М-30, 122 миллиметра. Сейчас, кстати, по-моему, даже какие-то еще расконсервируют и отправляют в зону СВО. Где-то в новостях видел. 100 миллиметров рапира. Ну да, рапиры есть тоже там. 100 миллиметров пушка БС-3. Но 100 миллиметров сейчас маловато, конечно. 152 самый раз. Здесь что-то я ни одной 152 миллиметра не вижу. 100 миллиметровые только. Так, ну, друзья, перемещаемся к технике.
А вот, кстати, вот это, наверное, уже как раз 152 миллиметра, да? Да, вот оно, 152 миллиметра Т1. Вот их, по-моему, расконсервировали и передавали на СВО, я знаю. В новостях где-то было. А это 122. Ну, тоже помощнее. Соточки, конечно, видно сразу, они меньше. Вот 100 миллиметров. А это вот совсем древняя пушка. А это, наверное, аналог Марк 5, которые в Луганске стоят у нас. Да, такие же точно. Так, друзья, идем наверх. ГВС-1 гвоздика сейчас используется. БРМ-1 да, тоже используется. Но это вот уже, друзья, идет более современная техника. Это вот Нона, на которой Стрелков воевал в Славянске. А вот Шилка, зенитка. Это вот точка У. Ну, Искандеры чем-то ее напоминают. Ну, по сути, я так понимаю, это модификация более современная. Ну, это Грады. БМ-21. А это у нас Ладога. Ну, это командный такой передвижной центр. Не знаю, используются они сейчас или вряд ли, мне кажется. А это вот танки уже более современные идут. Т-80. Т-72. 90-ки нету. Ну, видите, они, по крайней мере, все с антикумулятивной защитой здесь. Не лысые. Да, сейчас лысые нельзя, пробивает сразу. А это вот Т-62. Ну, только видите, он с этим противоминным тралом. БРДМ-2. Это тоже типа командного пункта. Или разведки, что-то такое. БТР 70-й. Так, а ну, друзья, давайте еще самолеты сейчас с вертолетами в ракурс возьмем, чтобы потом к ним не возвращаться. Ну, какие красавцы. Так, друзья, это у нас мостоукладчик, и снизу у нас якоря идут. Ну, больших, конечно, гигантских якорей здесь нет. А это вот мостоукладчик, но уже на колесном ходу. И видите, на нем какой-то четырехосный вездеход. Это у нас, друзья, 3485. Это модернизированная 3-4 с уже более мощным орудием, которое было способно наносить урон тиграм и пантерам. Там у нас, друзья, пошли тут различные бронеавтомобили. ГАЗы, кстати, я таких особо не видел. БРДМы. Это у нас, друзья, Т-18, первый серийный советский танк. Ну и бронепоезд. Бронепоезд уже давненько стоит. Видите, с орудиями. Они, наверное, как по воздуху, так и по земле могут стрелять. Башни. Ну, тут, конечно, муляжи уже, но все равно красиво. Ракеты. А, ну это с Града старые. Вернее, не с Града, наверное, а с Катюши. Вот видите, вот так вот Катюша выглядит. Это тоже зенитное орудие. Как вот на поезде было, только видите, здесь на колесном ходу.
И Катюша, предшественница Града. Первый раз, друзья мои, проезжаю новый мост. Ну, с нашей стороны, вернее, еще старый, а вот с той стороны уже новый. Но вроде говорили, что это тоже будут ремонтировать, расширять, так как будут делать 3 полосы. Эти с той стороны отбойники уже поставили, чтобы ветра меньше было. Заехал по пути на Северский Донец. Тут разворачиваюсь под мостом в сторону станицы. Много водички, очень-очень много. Ветерок небольшой, рыбачки тоже есть. Ну, дай бог выберемся на рыбалочку. Да, дорогие мои, забыл сказать, в парке Патриот вход теперь платный, 300 рублей, кроме детей, не знаю, до 7 там или до скольки лет. Раньше был все время бесплатный, но решили монетизировать. Видимо, не хватает финансирования. Но сегодня, в День Победы, вход бесплатный. Ну, думаю, тоже в какие-то другие крупные праздники тоже вход бесплатный. Так что, вот такая вот история. Вот мы и в станице. О, гляньте, а тут откуда-то взялись, не возьмись. Грузовики тоже, гляньте, с флагами едут. Молодцы. Наших еще пока не видно. Мотоциклистов только проехали. Ну, они, наверное, побыстрее. А машины где-то, наверное, там сзади еще плетутся. Гляньте, какая большая колонна. Едем по старой станице. Из-за грузовиков образовалась небольшая пробка. Знаете, какой отсюда чудесный вид с горки. И вот наши потихонечку с флагами появляются. Вот мы с вами в центре старой станицы. Такой вот красивый у них парк здесь сделали. Гляньте, какая красота. Давайте по кругу проедемся. Наши еще пока собираются, подъезжают. Ну, колонны не вижу большой, потому что, видимо, пробки. Здесь музыка играет, плакат, видите, вот такой висит. Еще раз, друзья мои, всех с Днем Победы! Сейчас развернемся с вами, подъедем к мемориалу, посмотрим, может там собираются. Тут молодые, видите, велосипедисты катаются. Что-то людей пока нету. Только вон мотоциклисты стоят, а и мотоцикл стоит с флагами. Видимо, застряли где-то в пробке. Наши почему-то с Амбуров поехали не по маршруту. Ну, мы здесь в станице вот стоим, смотрим вблизи на мотоцикл М72 41 года выпуска. Что-то там объем, по-моему, 850, 40 лошадей. Короче, раритет такой восстановленный, крутой. Такой красавец. Ну, а вот сам мемориал. Наши вроде с Амбурова выезжают. Тут братская могила находится у нас. И такой вот мемориал. И дальше тут еще стеночка. Тут такие вот гравюры.
Ну что, друзья мои, покидаем станицу, потому что наши товарищи где-то закатались. Непонятно, заедут сюда, не заедут, или сразу они поедут на машзавод. В общем, непонятно. Мы едем на машзавод. Ребята, мотоциклисты, вот тоже поехали, познакомился, обменялся контактами. Как куплю мотоцикл, буду с ними гонять тоже. Но я не пойму, они через трассу, что ли, решили ехать? Но мы сейчас здесь пропетляем через станицу на машзавод. Наверное, сбор будет там, потому что машин много. Решили, кто-то сюда поедет, кто-то не поедет. В общем, непонятно. Ну, мы побывали, отметились, едем дальше. Кто-то вот изменил маршрут, просто Самбуров решили ехать, а Самбуров далеко. Надо было туда уже, конечно, ехать лучше после Глубокого. А так соблюдать маршрут, ехать, как изначально было. Ну, как получилось. В общем, друзья, мы выдвигаемся на машзавод. Так, друзья мои, вернулись мы на машзавод. Что-то где-то колонна растянулась, потерялась. Где они с Самбурова этого едут, непонятно. Несколько вон машин приехало, стоит. Мотоциклисты тоже наши друзья приехали. И все. Ну, посмотрим, когда они приедут. Выходила, песню заводила про степного сизого орла. Ну что, друзья мои, я уже вот возле ДК на машзаводе. Ну, что-то наша колонна растерялась, не знаю, наверное, не буду уже ждать. О, какая красота! Ничего себе. Сколько ватт? Ну, сейчас валит, ну, где-то ватт 200. Я думал, у тебя этот электромотор. Не, ногами. Нихера себе. Молодец. Здорово. Вот такая техника. Ну давай парад крути. Радиолюбитель. Что? Радиолюбитель. Да нет, так, просто музыкой увлекаюсь. А, молодец. Вот такие у нас самородки здесь. Друзья, ну что, будем заканчивать нашу сегодняшнюю прогулочку. Надо более скоростное что-то иметь, чтобы ездить вместе с колонной. Видите, колонна там в процессе у нас что-то передумала, поехали на Самбуров, то там на Глубочку. Мы их в результате 2 часа прождали, никого не дождались. Часть, вот видите, тоже потеряшек сюда приехала, а часть вот были там с нами в станице. Мотоциклисты тоже, мои новые друзья, уже уехали. Но мы с ними договорились, как я куплю мотоцикл, обязательно с ними покатаемся, на рыбалочку съездим, там еще что-нибудь, ну придумаем, то есть будут покатушки какие-то. Ладно, друзья мои, еще раз всех с Днем Победы, всем крепкого здоровья, всех благ, мирного неба, ну и до новых встреч, до новых видео. Давайте, пока-пока.